Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим 8-й матч суперсерии 1974 года СССР-Канада. В этом поединке Борис Кулагин дал сыграть тем, кто до этого играл мало. В воротах появился Сидельников, вратарь чемпионских крыльев. В защите Ляпкин-Кузнецов, в нападении Шалимов, Попов, Котов. А Васильев, Цыганков, Петров, Третьяк и Михайлов отдыхали. Нашему капитану Борису Михайлову в этот день, 6 октября 1974 года, исполнилось 30 лет, и ему перед матчем вручили почетную грамоту спорткомитета Советского Союза. Канадцы имеют большое самолюбие и очень хотят хлопнуть дверью, поэтому вышли в боевом составе, хотя и не было Хендерсона. Подпишись, если любишь тот отличный хоккей. Наши начинают активно. Нет Петрова и Михайлова, значит вновь создана тройка Викулов, Мальцев, Харламов. Перехват, и Мальцев легко проходит Степлтона и бросает с угла. Наши продолжают атаковать. Харламов отбирает шайбу, проходит сам в зону, пас, и Лученко бросает издалека. Шалимов, естественно, играет с Шадриным и Якушевым. Не могут канадцы выйти из зоны. Ляпкин закрыл, Якушев, пас на пятак, и Шадрин, можно забивать. Харламов, какая скорость, легко ушел от Берне и еще обыграл Степлтона, оставил Мальцеву бросок с неудобной. Канадцы начали атаковать, Горди Хоу выбрасывает, Кузнецов промахивается, Марк Хоу входит в зону, мощнейший бросок, штанга! Наши в большинстве, бросок Лученко, Мальцев, пас на пятак и Викулов пожестче бы! Канадская вылазка в меньшинстве, и Сидельников показал, что сегодня я здесь. Вбрасывание в нашей зоне, и Тардиф, резкий бросок, Сидельников ловит. Канадцы в большинстве, поднимают на вершину, Трамбле бросает от синей, рикошет. 1-0. Сидельникова распечатали. После броска Трамбле шайба попадает в Шалимова, а затем, как кажется, в конек Лученко и заходит в ворота без добивания бэкстрима. Но в протоколах пишут гол Хала, и, видимо, после Шалимова шайба касается клюшки Хала, а потом попадает в конек Лученко. Хотя сложно здесь понять. Автоголов в хоккее нет. Что ж, тогда это 7-я шайба Хала в этой серии, и он лучший снайпер. Столько же забили в 72-м Хендерсон, Эспозито и Якушев. Плюс поведение Хала прекрасное. А как вам кажется, кто автор гола? Тут же бэкстрим прокидывает, Шаталов машет мимо шайбы, и Горди Хоу повезло нам. Попов идет вперед, пас, Анисин входит в чужую зону, отдает, и Котов с неудобной бросает. Канадцы в большинстве, очень далеко все заехали в нашу зону, на синий никого. Шалимов выбивает шайбу, и Шадрин убегает чисто 1 на 1 аж из своей зоны. Посмотрите, как блестяще сыграл Чиверс. Чисто выбил шайбу у Шадрина, вопросов нет. Уолтон идет 1 против 2, бросок неприятный, Сидельников. В начале второго периода после вбрасывания Лакруа отлично находит Уэбстера пасом, бросок в упор. Шалимов оказался на месте защитника, и все тот же Уэбстер легко его проходит, убирает под неудобную. Игра 4 на 4. Викулов легко и витиевато заходит в чужую зону. Улитка, и какой пас выдает Харламову! Канадцы выиграли шайбу, и Берне наносит просто мощнейший бросок, Сидельников с трудом. Харрисон раскачивает, пас на синюю Степлтону, на пятаке Уолтон, бросок, и еще момент.
Быстрая атака наших. Харламов, какой же скоростной вираж. Великолепный пас Викулову, Чиверс. И добивает Мальцев. Хэмилтон лежа спасает. Потрясающая атака. Харламов вернул должок Викулову. Наши в большинстве. Шалимов у борта. Шадрин. Отличный пас через вратарскую. 1-1. Якушев сравнивает в касание. Несколько игр он молчал, было повреждение, а гол — копия шайбы Мальцева в 5-м матче, когда Шадрин точь-в-точь отдал также передачу. Якушев лучший наш снайпер в этой серии, как и Хал у Канады. Шадрин, конечно, потрясающий центр, пас просто конфета. Наши с шайбой. Кузнецов подключается, отлично разбирается, пас и Шалимов момент. Первая тройка играет великолепно. Вновь атака. Мальцев оставляет Харламову. И какой пас Викулову, забивать надо! Теперь канадцы атакуют. Тардив, Бернье и бросок Уля. Какая реакция Сидельникова! Наши в большинстве. Кузнецов, поляна свободна. Идет сам бросок. Ляпкин зашел в зону, чуть завозился, шайбу подхватывает Харламов. Один вираж, улитка, ушел от Горди Хоу, бросок с неудобной. Просто море моментов у наших. Котов отдает Попову пас через всю оборону, и Котов убегает. Еще момент. Хал обрезается в нашей зоне, и летят наши в контратаку 3-2. Шалимов, пас Шадрину, бросок. Харрисон проигрывает шайбу Лученко и специально бьет его клюшкой в лицо. Зрители свистят. И никакой это не перенос клюшки, он это сделал специально, за что и получил 5 минут. Последняя игра серии, результат уже решен, играйте спокойно, но нет, надо что-то выдать обязательно, по-другому канадцы не могут. А Лученко заклеили бровь. В итоге третий период начинается при игре 5-3. У наших 5, расставились в зоне. Ляпкин пас, Кузнецов бросает, Чиверс, добивание Шадрина, Чиверс и Шалимов еще добивает. 2-1. Дожали и наказали за грубость. Моментов было много. Это первая минута третьего периода. Шалимов забивает в первой же своей игре в серии. Кстати, Чиверс опять кинул клюшку. Далее интересный момент. Немного сцепились Шадрин и Степлтон. Капитан сборной Канады дал судье пощечину. Обратите внимание. Мало того, что он поехал показывать, что у него кровь, достойный ли это поступок? Кстати, судит игру Компола, тот самый, на которого замахивался клюшкой Паризе в 8-м матче Суперсерии 72. По мне, Степлтон начинает в моменте первый окучивать Шадрина, который был с шайбой. Я уже говорил, что Шадрин в этой серии ничего никому не прощал, и заметил это по всем играм, и стоило только ответить, сразу же Степлтону не понравилось. А как ты думал? А вы ведь всю серию так играете. Вот вам и разговор о нытье, вот вам и канадцы. Кровь поехал показывать. Степлтон отправился в раздевалку, но это не удаление до конца игры. Он еще вернется на поле. Ему дали всего лишь 10 за пощечину судье. Удивительно. А Шадрина удалили аж на 5 минут. И мы будем в меньшинстве. Вот вам и ничего не решающая игра. В итоге канадцы в большинстве. Хал ошибается, Мальцев перехват, убегает, обыгрывает все того же Хала и всех на свете. Пас, Анисин с упора. Напомню, наши в меньшинстве. Харламов просто берет шайбу, на высочайшей скорости проходит бросок с острого угла. Канадцы в большинстве, вбрасывание у нас. Бернье выиграл, бросок Уолтона, Сидельников, и Бернье обязан забивать. Канадцы все еще в большинстве, как-то коряво идут в атаку, и в итоге Лакруа отдает Шалимову, и выход 2 в 1. Якушев обыгрывает Марти Хоу на паузе, пас на Шалимова. 3-1 в меньшинстве.
Шалимов оформляет дубль, но каков Якушев? У него 1+1 сегодня. Мхатовская пауза, уложил сына Хоу, выждал момент и отдал идеально Шалимову. Красота! В меньшинстве наши создали моментов больше, чем канадцы в большинстве. Команды поменялись воротами, канадцы начинают атаку, Лэй отдает отличный пас Горди Хоу между линий, передача Бэкстриму, выход 1 на 1. 3-2. Нужно отметить не только великолепный пас Лэя, а и то, что ветеран Горди Хоу смог принять шайбу до красной линии, а иначе был бы офсайд. И Гусев очень сильно выбрасывается на Хоу. Ему нужно было пласироваться назад, ведь Тюрин не успевал за Бэкстримом, чем и воспользовался Хоу и отдал хороший пас. А Бэкстрим обыграл хорошо Сидельникова. Викулов берет шайбу в своей зоне и идет красиво сам. Входит в чужую зону, пас, Мальцев бросок. Горди Хоу опять грязно цепляет Викулова и практически лишает Канаду шансов отыграться. Удаление. Нужно отметить Сидельникова, он отлично заменил Третьяка. Канадцы хотят отыграться даже в меньшинстве. Бобби Халл, мощнейший бросок со входа в зону. А Чиверса отметим по всей серии. Потеря в чужой зоне канадцев, и Якушев отвечает мощнейшим броском. Хотя канадцы и сняли вратаря, но хлопнуть дверью у них не получилось. Советская сборная побеждает и в этом матче без нескольких ведущих игроков 3-2. И также уверенно побеждает и во всей серии, проиграв в 8 играх всего лишь раз, одержав 4 виктории. А как вы считаете, нужно ли было вообще проводить 8-й матч? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий обзор. До свидания.